Привет, это проект Power Device, и здесь мы прокачиваем наши телефоны. Недавно на телефоны Nubia Red Magic стали выпускать свежие живые обои со встроенными легкими играми. Что это значит? Какое-то время назад на своем канале я снимал ролик, как на Mi Band 7 устанавливать игры. На той модели фитнес-браслета официально игры не поддерживались, но их можно было установить кастомно, подменой обоев или циферблата. Так вот, к чему я клоню, разработчики телефонов Nubia Red Magic сделали что-то похожее, только здесь не нужно ничего подменять. На современные Android-телефоны можно установить обои, как я уже говорил ранее, со встроенными легкими играми. Для того, чтобы вам это протестировать и попробовать на своем телефоне, в моем телеграм-канале Power Device вам нужно скачать вот такой файл Super Wallpapers. Именно этот файл вытащен из телефонов Nubia Red Magic и переделан под большинство Android-телефонов. Ссылку на него вы сможете найти в описании под этим роликом. После скачивания нам нужно просто его установить. И, друзья, сразу скажу, что не относитесь к этой фишке с обоями как к какой-то серьезной. Это просто для развлечения. Ну и плюсом на этом канале я, конечно же, показываю все новые и современные фишки для Android-телефонов. И так как это новая фишка, я не мог обойти ее стороной. В данном меню все достаточно просто. Здесь есть некоторые разделы. Также игры можно пролистывать вправо. Зайдем, например, в первую. Здесь отмечу, что на данном этапе также очень важно скачать еще Google обои. Скачать вы его также сможете в моем Telegram, либо попробуйте вбить в Play Market Google обои. Вернемся в меню игры. Здесь вы можете изменять кнопку на ту, которая вам нравится. Нажимаю «Применить». Установить как обои. Данные обои у нас установлены. Видите, они выглядят как обычные обои. Но если, например, нажимать вот сюда, то происходит какое-то действие. И, к слову говоря, здесь есть не только игры, но и активные живые обои. Сейчас покажу, что это такое. Например, установлю еще вот такую игру. Это выглядит как обычные обои, даже на экране блокировки. Но если нажать Play, то начинается игра. В этой игре непонятное управление, но я думаю, что вы разберетесь. А это активные живые обои. Работают они так. Просто тапаете в какое-то место и происходит следующая анимация. И, кстати, с такими обоями, если просто перелистывать рабочие столы, ничего не происходит. Нужно именно тапнуть в каком-то пустом месте. Ну а если, например, вам нужны вот такие стильные живые обои, либо что-то подобное, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я регулярно публикую подобные файлы. Идем далее. Сейчас я хочу рассказать вам об одной фишке, которую можно сделать с телефонами Xiaomi через приложение темы. Посмотрите, если в настройках я зайду в рабочий стол, способ навигации, и здесь выберу жесты, то когда я буду делать какой-то жест, происходит вот такая анимация. Для разнообразия данную анимацию можно изменять. Сейчас покажу, как без проблем это сделать. Это можно менять с помощью тем, причем вся ваша основная тема не будет слетать. Например, смотрите, первая тема, которая может изменять данную анимацию, называется Kitty UI V4. Если что, ее автор NVX Boss. Также отмечу, что эти темы, которые я буду показывать, могут не находиться на HyperOS, точнее найдутся не все из них. В общем, находим данную тему, нажимаем ее загрузить, но полностью не применяем. Нажимаем настройки, снимаем здесь все галочки, оставляем только рабочий стол. Применить. Это самая простая и минималистичная анимация. Следующая тема называется My Life V50. Это ее автор. Попробуйте искать по автору, если по названию не находит. То же самое настройки, рабочий стол, применить. У нее вот такая анимация. Далее тема Hyper UI V5. У нее тот же самый автор. Также минималистичная простая анимация. Дальше пойдут интереснее. Kitty Cat V2. Ее автор. Данная тема вообще убирает эту анимацию. Возможно, это кому-то пригодится. Так как по стандарту эту анимацию никак не убрать, только с подобными темами. End of. Ее автор. Sengital.
SuperJOS. Blue Life. Ее автор. Также отмечу, что именно у этого автора, если зайти к нему на страницу, в большинстве его тем скрыты разные подобные анимации. У него вы можете поискать свою, под ваш вкус. Еще стоит отметить один важный нюанс и покажу еще одну фишку. Некоторые темы изменяют рабочий стол, когда вы их применяете, но таких тем немного. Изменяется именно сетка рабочего стола. Например, у меня стоит 4×7, нужно это запоминать. И когда вы примените рабочий стол, вот эти ярлыки могут разлететься. Поэтому перед началом я рекомендую зайти о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. И вот здесь создать резервную копию. Именно для системной оболочки. Это на тот случай, если ярлыки у вас разлетятся. Также после всех этих манипуляций не забывайте проделывать фишку с Telegram, которая относится также к темам Xiaomi. Когда я захожу в Telegram, вот здесь снизу появляется такой небольшой отступ, что не очень удобно. Но если скачать вот такую тему Hyper Global UI, далее применить от нее только систему, а также еще скачать тему Blindado Set и от нее в компонентах применить строку состояния. Вот она. После этого опускаем шторку и включаем темный режим. И далее в некоторых приложениях, включая Telegram, вы увидите, что у нас активировался полноэкранный режим. Пропал вот этот отступ снизу. Так гораздо удобнее и лучше выглядит. Также обратите ваше внимание, что когда вы изменяете вот эту анимацию, если вызвать меню недавних, то изменяется еще и вот эта кнопка. Возможно, кому-то это будет также интересно. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии в поддержку канала. На этой ноте буду завершать ролик. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Всем до встречи, пока-пока.